Бюджетный вариант ноутбука, который имеет 14-дюймовый IPS-экран с 5-миллиметровыми тонкими рамками, угол открытия и закрытия до 180 градусов, процессор Intel 11-го поколения Intel Celeron N4520, встроенную камеру с шторкой, 2 стереодинамика, двойные микрофоны, приятный дизайн, время автономной работы до 7 часов, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием DERE R14. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам, как всегда, сейчас расскажу. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона. На ней мы видим изображение модели и надписи на китайском и английском языке. Пакинг отличный, все составляющие комплекта надежно упакованы. В комплекте мы имеем простенький коврик, USB-хаб, проводную мышку, силиконовую накладку, на клавиатуру сам ноутбук, блок питания на 36 Вт с несъемным кабелем, но со съемной вилкой и руководство пользователя. На ноутбук наклеена пленка, которая в первый же день начала пузыриться. Габариты устройства 314 на 220 на 25,6 мм, вес 1 кг 324 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всем, кто подпишется на этот канал с колоколом, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку. Корпус выполнен из пластика, сборка неплохая, учитывая стоимость, как и качество материалов. Но во время использования корпус поскрипывает, что, конечно, не радует, но допустимо. Дизайн устройства неплохой, выглядит он как стандартный ноутбук. Корпус не марки, что хорошо, открыть одной рукой ноутбук нельзя, необходимо придерживать второй рукой, но плюс за то, что экран открывается практически на 180 градусов. На корпусе расположили замок Кенсингтона, 3 порта USB-A версии 3.0, HDMI, USB-C, разъем питания, мини-джек на 3,5 мм и разъем microSD под карты. Питаться от разъема USB ноутбук не может. С фронта и тыла разъемов нет, клавиатура с кириллицей, что удобно, но без цифрового блока. Ход кнопок неплохой, постукивание звучит приятно, кнопки не дребезжат. Подсветка у клавиатуры отсутствует, тачпад достаточно большой, учитывая размеры ноутбука. Размеры тачпада 118 на 66 мм. Минус тачпада в том, что при использовании слышен неприятный стук. Также есть двойной микрофон и HD-камера в верхней части монитора со шторкой, что удобно. Качество картинки для видеозвонков достаточное, но только если использовать ноутбук в хорошо освещенном помещении. Микрофоны отрабатывают, на мое удивление, очень даже хорошо. На дне у него есть прорезиненные ножки, ноутбук хорошо стоит на поверхности и не скользит. Далее есть отверстие для теплоотведения и 2 стереодинамика. Качество звука неплохое, но не скажу, что звучание подойдет для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Но для коротеньких роликов на YouTube в целом звучания динамиков хватает. Вы можете смотреть что угодно, просто удовольствия будет мало. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 14 дюймов с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Соотношение сторон 16 к 10, частота обновления экрана 60 Гц, углы обзора хорошие, но есть засветы, что опять же неудивительно. Рамки у экрана небольшие, за что плюс, яркость 250 нит в домашних условиях или в офисе яркости для работы с текстами или тому подобному хватает, но при ярком солнце яркости будет не хватать. Производитель заявляет о наличии 66% sRGB. Цветопередача неплохая, но, разумеется, этот ноутбук не рассчитан для работы с цветами. Для работы с изображениями, фотографиями и так далее использовать я его не советую. Матрица матовая, бликов нет, что очень хорошо. 4К видео воспроизводится без проблем, 8К, конечно, недоступно. Перейдем же к внутрянке. Процессор установлен Intel Celeron N4520 с 2 ядрами и 2 потоками, частотой 1,1 ГГц до 2,8 ГГц и потребляемой мощностью 6 Вт. Интегрированное видеоядро Intel UHD Graphics, оперативная память 8 и 16 ГБ LPDDR4 и накопитель M2 SATA SSD на 256 или 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, Bluetooth версии 4.2, старенький, но главное есть. Ноутбук во время работы довольно тихий, даже во время нагрузки он сильно не шумит и не перегревается. Разборка ноутбука простая, откручиваем винты и снимаем крышку. Под крышкой мы видим, что под замену нам доступен только накопитель, все остальные составляющие распаянные. Операционная система в стоке Windows 11 Pro, работает система не очень быстро, все довольно медленно прогружается, особенно установка каких-то программ. Для игры использовать данный ноутбук можно, но ждать от него каких-то фееричных показателей не стоит. 2D игры, легкие стратегии и то на минимальных настройках графики. Не рассчитан он для игр. Далее, емкость аккумулятора 38 Вт-часов, 5000 мАч, 100% заряда аккумулятора хватает на 4 часа просмотра видео на YouTube с максимальной яркостью. Полный цикл зарядки занимает очень много времени, так как, к примеру, у меня за 1 час набежало всего 15% заряда. Совсем не быстро. По поводу тестов, в OpenCL Score
293, Vulkan Score 1628, Single Core 207, Multicore 410, Crystal Disk Mark 8, чтение 559 мегабит в секунду и запись 456 мегабит в секунду. В 3D Mark в тесте Time Spy Score CPU Score 646, Graphics Score 166 с оценкой 186. В тесте NIF Raid CPU Score 745 и Graphics Score 2136 с оценкой в 1668. В Cinebench R23 Multicore 349, в Single Core 248. Минусы: сборка слегка подкачала, тачпад постукивает, экран с засветами, нет подсветки на клавиатуре. Цену по ссылке в описании к видео, опять же, во время распродаж она супер лояльна. Те, кто покупал, те знают, почитайте отзывы у товара и поймете, в какой ценник можно его приобрести на распродаже. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Если есть вопросы еще по ноутбуку, пишите в комментах. Резюмирую, ноутбук DRE R14 за ту стоимость, за которую я его купил, это великолепная печатная машинка, но не больше. Плюс за большое количество портов, неплохой экран, клавиатуру и в целом за неплохую производительность, опять же за тот ценник, за который его приобретал я. Разумеется, такие вещи берутся только на распродаже. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.